Вмятина. Вмятина? Вмятина. И так как многие из вас уже догадались, сегодня мы поговорим про вмятины. Но вмятины бывают разные. К примеру, вот эта вот вмятина. Здесь прилетел орех. И как мы с вами видим, вмятина не очень серьезная. Но здесь мы с вами видим не только вмятину, а вмятину со скольжением, вмятину с царапинами и сколами. И самое неприятное это то, что эта вмятина с царапинами находится внизу двери. А точно так же со всем этим пострадала и часть арки. Довольно часто автовладельцы сталкиваются с вмятинами. Так вот такую вот небольшую вмятину можно вытащить, к примеру, вот таким вот приспособлением. Нужна всего лишь довольно мощная присоска. Но такие повреждения никак не выстучить и никак не выпрямить. Их по-правильному нужно ремонтировать. Точно так же со всем этим мы сегодня будем ремонтировать не только вмятины, но и глубокие царапины. Такое повреждение может получить каждый второй неопытный автомобилист. К примеру, не рассчитав расстояние, очень близко подъехать к тротуару. Ну и для того, чтобы надолго все это не затягивать, берем вот такие вот маленькие кусочки наждачки. Для начала можно использовать просто наждачку, не использовать никакие бруски. Нам нужно сделать очень много глубоких царапин, а также выпрямить вот эти вот царапины, которые есть здесь. Теперь наша с вами задача поработать над этой аркой. Также аккуратно наждачкой нам нужно убрать вот эти вот задирчики скола. Для тех, кто не понял, как убрать, нам нужно старое лакокрасочное покрытие вогнать в металл, чтобы был плавненький переход. Давайте вместе с вами посмотрим, как плавненько теперь уходит старое лакокрасочное покрытие в металл. Теперь нам с вами осталось убрать вот этот вот скол, и внизу вот здесь вот также нужно навести порядок. Вот это вот место мне пришлось расшкурить немного больше, чем оно было, потому что здесь наблюдалась ржавчина. Теперь мы с вами берем небольшую тряпочку и обезжириватель. Смачиваем тряпочку в обезжиривателе и хорошенечко протираем все вот эти вот наши места, для того, чтобы убрать и пыль, и посмотреть на косяки, которые здесь могли бы остаться. Я всегда и всем говорю, что именно после того, как мы с вами обезжирили вот это вот место, только после этого мы видим с вами, где мы пропустили трещину, скол, ну или царапину. И вот как раз вот в этом месте я вижу и скол, и трещину. Этого быть не должно. И для ремонта подобных повреждений, царапин, сколов или вмятин я рекомендую использовать шпаклевку со стекловолокном. Далее берем шпателек. Накладываем шпаклевки столько, сколько нам будет нужно. Обязательным образом будет то, на время проведения работ обязательно закрывать банку. После шпаклевания чистим свои шпательки до идеала. И начинаем готовить следующий замес, но вместо этого шпателька мы берем вот этот вот шпателек. После того, как вы зашпаклевали не очень большие участки, нам нужно подождать минут 40. Ну и далее, на что нам нужно обратить внимание? Низ двери у нас идет вот такой вот маленькой полукруглости. Поэтому и здесь большой брусок взять мы не можем. Поэтому берем вот такой вот брусочек и к нему примерное количество наждачки. Ну а в этом месте, где у нас повреждена арка, мы будем работать вот таким вот маленьким брусочком. Ну что, давайте посмотрим, как потихоньку, уверенно и медленно вырисовывается та картина, которая нам нужна. И сразу вот в этом месте мы видим, где у нас остается наша вмятина. Но лучше мы с вами все это увидим, когда мы еще один раз обезжирим. Только после обезжирки мы с вами сможем посмотреть на все дефекты и нюансы.
Ну вот, смотрите, сразу после обезжирки видно, где не работала наждачка. Там мы сможем с вами определить и понять, что там у нас яма. Точно так же нам подскажут вот такие вот места без царапин. И по всему периметру мы, в принципе, с вами тоже их видим. Поэтому давайте еще один раз затянем дверь и арочку. Ну а со всем этим, пацаны, старайтесь максимально ровно шпаклевать. Если стараться ровно наносить шпаклевку, потом с наждачкой будет сразу вырисовываться форма. Ну вот, что мы с вами в итоге получаем, какую мы получаем ровненькую, гладенькую дверь. Ну и теперь осталось привести в порядок самое сложное, потому что оно маленькое, и на дверь мы выскакивать наждачкой ни в коем случае не должны. Вкратце показываю, какая красота получается. И вот сразу мы видим место, где не хватает шпаклевки. Точно так же смотрим немного выше. Здесь тоже не хватает шпаклевки. Осталось нам с вами доделать внутряночку арочки. Аккуратненько открываем салон, потому что он собран. Вот, смотрите. Немножко. Парочка нюансиков, и все будет у нас в порядке. Далее, пока сохнет наша арочка, мы берем тот брусок, которым мы работали в этом месте, но уже берем другую наждачку. Наждачка, которая нам подготовит всю эту поверхность под грунт. И начинаем аккуратненько тереть. Пришло время посмотреть, пацаны, на нашу с вами проделанную работу. Была вмятина, были царапины. Точно так же на арочке у нас была вмятина и царапины. Со всем этим наблюдались сколы, трещины. Ну а теперь все идеально. Поэтому, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.